Знакомьтесь, это Томми Кэш. И сейчас он демонстрирует, как у него едет крыша без остановок по требованию пассажиров. Это Стас Пионербол и играет на глюкофоне. Глокеншпиле. А это Элла. Пишет текст для очередного хита в нашей резиденции Ballantyne's Catch Your Wave. Но вернемся на месяц назад. Апрель 2021. Мои постоянные поездки в Японию. Гастроли с группой в разные страны. Все это уже как давно забытые отголоски прошлой жизни. За год пандемии случилось разное. Конечно, все эти зумы, инстаграмы и телеграммы очень экономят время. Но в такое время начинаешь особенно ценить любое взаимодействие с живыми людьми. Нужно было что-то делать, и в голове моей созрел. Это история про то, как мы почти за месяц записали целый альбом, и расскажу ее я, Саша Диза. Суть всего проекта в том, что я продюсирую 4 музыкантов, которых я заранее выбрал по своим предпочтениям. Я старался выбирать максимально разных артистов, чтобы у них были разные стили, разные темпераменты. Это должно быть пространство, где мы будем работать, жить, есть, спать и даже давать концерты. Полное погружение в процесс. Так родилась идея создать музыкальную резиденцию Ballantyne's Catch Your Wave. Кажется, я знаю подходящее место. Устроить хорошую студию из подручных средств не так-то просто. Но в пространстве Рихтера получилось оборудовать очень уютную комнату минимальными средствами. А это вот, смотрите, я иду с синтезатором по отелю. Все же ходят с синтезатором по отелю. Надо сейчас все это закоммутировать, подключить. Ой, сейчас все эти проводки, без бутылки точно не разобраться. Невозможно дотянуться. Верю я, что смогу произвести касание, мимолетно улыбнуться. Подари мне свободу, я не буду заставлять. Элла. Она первая молодая русскоязычная певица, которая смогла достучаться до моего ледяного сердца. Песни Эллы мне понравились своей простотой и доступной манерой исполнения. В ней есть что-то такое этническое, народное. Я тебя не слышу. Мы все не умрем, пока горло дышит. Ты меня зовешь. Я тебя не слышу. Мы все не умрем, пока горло дышит. Если рассматривать каждый трек как путешествие, то я бы хотел скорее отправиться в какие-то параллельные вселенные. Стас Астахов, выступающий под псевдонимом Пионербол, настоящий музыкант, профессиональный. Он играет на всех инструментах. Стас был отличным примером, как я бы хотел работать с музыкантами. Ты говоришь, а давай сюда такую партию запишем, и он ее играет сразу. Это удивительно. То состояние, которое я всегда добиваюсь, когда с кем-то работаю, чтобы мы играли. Я с детства помню это ощущение игры, и я, в принципе, люблю дурачиться, и в музыке меня это привлекает. И когда ты отключаешь критику, получается прикольнее, и людям это понять. Такое ощущение, что некоторые артисты детально видят финальный результат, даже задолго до того, как что-то начинает складываться хоть в какую-то картину. Маша Теряева – уникальный артист. Поражает, как ловко она справляется со своими модулярными синтезаторами. Это какой-то другой уровень мышления. Раньше я думал, как можно знать на 100%, чего вообще ожидать от этих сложных штук.
Завершающая неделя резиденции была не самой обычной, потому что наш гость прибыл к нам из другого мира. Когда мы сели записывать, мы понятия не имели, что вообще, с чего начать. И, как обычно, мне в голову пришла максимально гениальная идея. Ты можешь вообще целый куплет на выдуманном языке, Давай. типа язык О, будущего. Давай. Да? Давай. Hello everyone. Clap your hands in the studio right now. My vision is so high, running faster than a car. Such a sporty golf, all my tears in a jar. 5 course dinner with my family in the yard. Oh my god, yes, let's get magical. Mermaids and elves in my clique and stars. Was I really trying? It was more fun. Next to riches, I used to be so poor. Sometimes you miss, but sometimes you score. La 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 la. Right way, to the left, to the right way, to the left, to the right way, right way, right way, right way. Oh no! Oh no! Oh no! Oh no!